Здравствуйте! В этом ролике я хочу рассказать и показать вам про наши апартаменты в поселке Уреки. Дом, в котором мы проживали, называется «Жемчужина Уреки». Располагается по адресу улица Такаишвили. Вот этот дом на карте. 12-этажный многоквартирный дом находится на первой линии, то есть недалеко от пляжа. Как видите, дом находится рядом с дорогой. Дорога асфальтирована. В этом году по улице Такаишвили кое-где сделали тротуар. На первом этаже дома располагается магазин Никора. Рядом с домом есть место, где можно смыть пляжный песок. Эта дорога еще не асфальтирована, и она соединяет Такаишвили и улицу Гурия. Поднимаемся на второй этаж. В квартире 2 комнаты, 1 спальня, 1 гостиная, совмещенная с оборудованной кухней. В квартире 7 спальных мест, но для 7 человек квартира мала. А для семьи из 2-3 человек места вполне достаточно. Также имеется фен, утюг, гладильная доска, телевизор. На кухне все необходимое. Электрическая плита, вытяжка, удобная раковина, чашечки, стаканчики. Все в достаточном количестве. Миска для салата, тарелки. Глубоких тарелок нет. 2 кастрюльки, 1 сковородка, ну и, конечно, ложки, вилки. С гостиной можно выйти на балкон. На балконе имеется сушилка, стулья, стол. Из окон открывается вид на старое кафе. В спальне вся необходимая мебель. Кровать, тумбочки, кресло-кровать, детская кроватка, шкаф. Мебель современная, хорошего качества, новая. Особое внимание – это хороший, удобный матрас. Также отдельная благодарность за розетки с 2 сторон кровати и ночники. Очень удобно. Кондиционеры установлены и в гостиной, и в спальне. Атмосфера спальни уютная и спокойная. В квартире есть Wi-Fi, но если вам нужен скоростной интернет, рекомендую просмотреть мой ролик «Аренда жилья в Грузии. Наши грабли». В квартире 2 санузла. В одном туалет, раковина и стиральная машина, в другом туалет, раковина и душ. Ничего не протекает, сантехника полностью в исправном состоянии. Подытожим. Рассмотрим плюсы, минусы и чего не хватает в квартире. Конечно, это первая линия. До моря несколько минут. Также большой плюс в том, что в этом доме находится магазин, а также другие магазины и кафе в пешей доступности. В квартире 2 комнаты. Одна комната играет роль гостиная, кухня, балкон, туалет. Вторая комната – это спальня, туалет. Еще один плюс – это современная мебель в хорошем, исправном состоянии. Все тумбочки, кровать, шкаф. Ничего не скрипит, не отваливаются ручки, дверки и так далее. Следующий плюс – достаточно спальных мест. Я говорила о том, что 7 спальных мест, но насчитала 6. В гостиной помещаются 3 человека и в спальне 3 человека плюс детская маленькая кроватка для малыша. В принципе, это 7 мест, но детскую кроватку я не учитываю как полноценное спальное место. Несомненный плюс этой квартиры – это хорошие, адекватные хозяева. Остались только приятные впечатления, хотя вопросы и ситуации были разные. Мы нашли еще один плюс проживания в этом доме и в этой квартире – это, конечно же, крыша, с которой открывается великолепный вид на поселок, на море, на сосновые рощи. Минусы. Интернет. Если вам не нужен скоростной или там сильный интернет, в таком случае вам хватит того, что есть в апартаментах. У нас вышла ситуация с интернетом не очень хорошая. Мы ожидали скоростной сильный интернет, но, к сожалению, такого интернета в квартире нет, даже по самым высоким тарифам. Поэтому, если вы планируете отдыхать, приехать на отдых и остановиться в этих апартаментах,
не спешите, подумайте, прежде чем действовать. Следующий минус – это шум. На протяжении всего отдыха шумела бочка, из которой подается вода в дом. Она постоянно шумит, то есть она не выключается. Далее шумят кондиционеры. Магазин Никора внизу шумит. С верхних этажей может капать с кондиционеров. И все эти звуки превращаются в постоянный и достаточно сильный шум. Когда к нам приехал в гости наш папа, он не смог остаться более чем на 2 ночи, потому что спать под такой шум практически невозможно. Но, к счастью, я и Федя смогли привыкнуть к этому шуму. Следующий минус – это нет воды. Эта бочка подает воду на весь дом. И в самый пик, в самый разгар отдыха, сезона, когда приезжает много людей, воды не хватает, и ее отключают. Изначально ее отключают по ночам. Потом, когда уже отдыхающих гораздо больше и потребление воды увеличивается, воду отключают и днем. И это может длиться по несколько дней. Поэтому, если вы планируете отдых в Уреке, уточняйте этот вопрос. Потому что, опять же, когда приехал наш папа, ему не повезло, воды не было. Цена проживания в сутки в высокий сезон может достигать 60 и выше долларов. И вот представьте, отдыхающие оплатили 60, а то и 80 долларов в сутки, а банально помыться или слить воду в унитазе не могут. Благо, что владельцы этих апартаментов сделали для нас большую хорошую скидку, иначе наш папа просто бы нас забрал и попросил вернуть деньги. Следующий минус – это вид. Вид на старое заброшенное кафе. Раньше я придавала большое значение виду из окна. Теперь я отношусь к этому проще, потому что мы, когда путешествуем, можем заселяться не на 3 или 5 или 7 дней, а на более долгий срок. И поэтому вид для нас стал менее значительным по сравнению, например, с интернетом или расположением апартаментов. По поводу шума и воды нам говорили, что в следующем году эти вопросы будут решены. То есть проведут уже полноценно воду, соответственно, бочку отключат, шума не должно быть. Посмотрим, так это или нет в следующем году. Далее, чего не хватает в квартире? Первое. Глубокие тарелки. Тарелки есть, их достаточно, но глубоких нет. Далее, кастрюли, сковородки не очень хорошего качества. Электрическая плита желательно заменить, поскольку на такой плитке очень долго все варится. Уже настали времена, когда люди путешествуют по миру, работают на дому, удаленно, а их дети учатся дистанционно. И поэтому я рекомендую владельцам апартаментов адаптировать свою недвижимость для путешественников, фрилансеров. Когда мы с Федей заселяемся, для меня очень важно, чтобы в апартаментах, в номере, в доме был рабочий уголок. Следующий момент. Микроволновка. В Грузии микроволновка не ценится, поскольку она потребляет энергию, еда невкусная, волны не полезные. Да еще и место занимает. Но для путешественника микроволновка – это очень важный бытовой прибор, который экономит время. Следующий пункт. Электровеник или пылесос. Песок в любом случае собирается, и выметать его очень и очень проблематично. Поэтому если в апартаментах есть хотя бы маленький аккуратненький пылесос, это замечательно. Да, вся бытовая техника – это энергия. Но опять же, можно давать выбор. Пусть лучше будет какая-то дополнительная плата там, за электроэнергию, допустим. Или как-то по-другому это но эти приборы, они просто необходимы. Итак,
Квартира отличная, уютная, чистая, современная, с хорошими хозяевами, практически со всем необходимым для отдыха. Если в следующем году будем планировать отдых в Уреке, то, конечно же, было бы замечательно отдохнуть в этих апартаментах еще раз. В этом ролике я показала вам, где мы проживали целый месяц в поселке Уреки. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, задавайте ваши вопросы в комментарии. Спасибо за просмотр. Хорошего настроения.